А помните, я вам рассказывал про удивительную художницу из Казахстана, которая в Великобритании выиграла первое место на международном конкурсе Golden Time Talent. Ее картина настолько поразила жюри, что среди всех участников они выбрали именно ее работу. И теперь Асем получает приглашение для участия в выставках не только из Казахстана, но и из-за границы. И сегодня мы встретились с ней в рамках нашей передачи «Калайсис», где поговорили о том, как это вообще получилось, что она выиграла на конкурсе, куда направляет свои работы конкурсанты с самых разных уголков мира, а также о том, как сегодня в эпоху ТикТока развивается изобразительное искусство и как культура Казахстана и музыка, в том числе и фантастического Димаша Кудайбергена, пробуждает в людях вдохновение и дает возможность мечтать, творить и жить. Буду рад видеть вашу поддержку в виде лайков и комментариев. Обязательно подпишитесь. У нас регулярно выходят выпуски о поразительных казахстанцах, которые покоряют мир в самых разных сферах. Ну и желаю вам приятного просмотра. Асем, қалайсыз? Керемет, тамаша. Өзіңіз қалайсыз? Шүкір, рахмет. Я с вами очень рад, что сегодня мне удалось встретиться и поговорить, потому что я, когда про вас узнал, про вашу картину, которая выиграла в Англии, я вообще, первая мысль у меня была такая: казашка нарисовала картину, которая в Англии выиграла гран-при. Это вообще как? Расскажите, как это произошло? И про вашу картину тоже. Ну, на самом деле, я сама была в шоке. Я до конца не верила, что такое произошло. Потому что я когда отправила эту картину на конкурс, и сама не ожидала, что я какое-то место займу. Я просто как бы для себя, для пробы, для опыта, можно сказать, просто попробовать, как это в международных конкурсах участвовать. Я участвовала, но это было в школе, в художественной школе. Там, конечно, у тебя есть куратор, у тебя есть учителя, которые помогают этим заниматься. А тут я увидела в социальных сетях рекламу, что есть такой конкурс, и решила себя попробовать. Там связалась, получается, с менеджерами. И вот отправила картину. Это был онлайн-конкурс, на самом деле. Вот. И через месяц или полтора, или два, я не помню точно. Друзья, сейчас сезон отпусков, поэтому если вдруг вы задумались о путешествии, используйте поиск дешевых авиабилетов Aviasales.kz. В нем вы легко найдете самые лучшие цены за считанные секунды. Мне приходит от менеджера сообщение, что я выиграла первое место, поздравляю вас. И сначала я прочитала, у меня такие ошарашенные глаза, потому что место еще и первое, я вообще не ожидала, честно говоря. Потом, там была ссылка на сайт, где были все места, и, честно говоря, я прям была так горда, потому что там возле каждого участника есть флаг, например, современного Асем, и флаг Казахстана, и там столько-то баллов. Кстати, я набрала 98,8 баллов. Максимально 100, возможно? Да, максимально 100. И у меня полились слезы от того, что такое чувство переполняло меня. Я этот же момент сразу запечатлела на камеру, и вечером уже все выложила перед сном, получается, все в интернет. И утром я проснулась знаменитой. Да. Ой, это круто, интересно. Вообще, это вот картина, которая сейчас у нас по центру расположена, да? А можете рассказать, как она называется? И вот мы с вами уже встречались, у вас была выставка в Алматы театре, вы сказали, что это ваш муж и его мама. Да, эта картина называется «Она Мембала». Здесь изображены моя Енешка и мой будущий супруг в 3-летнем возрасте. В 95-м году были съемки «Жамбылдың жастық шағы». Это «Юность Жамбыла», фильм про юность Жамбыла, где моя Енешка играла его жеңге. Жеңгешка. И на эту съемку мама решила с собой взять 3-летнего сына, там его переодели тоже в этом же. Да, и в этот момент он там запечатлели как бэкстейдж, говорим, бэкстейдж фотографии, и я эту фотографию увидела где-то в социальных тоже сетях, в интернете где-то просто. Мы художники часто сидим в Пинтересте, в интернете, ищем какие-то референсы, да, бывает. И я нашла эту картинку, и для меня показалось знакомым лицо. Я как раз тогда была в декрете за своим 2-летним годовалым сыном.
И направилась к моей Енешке, я говорю: «Мама, это вы?» «Да, это я, вот в Мгм. 95-м году». И вот она рассказывала эту историю. И я говорю: «Я обязательно нарисую эту картину». И вот так вот завтра, послезавтра, так прошло несколько лет, 2 или 3 года. Только Мгм. потом у меня вот дошли руки, да, можно сказать, до него. И писала я эту картину где-то 2-3 месяца. Мгм. А вы художница, прям учились на художницу или как? Да? Да, я художница, я закончила художественную школу, потом поступила в университет Шабыт в Астане, Мгм. и там на монументальной живописи я проучилась 5 лет. Ну, это серьезно, да, потому что когда смотришь через Инстаграм, думаешь, ну вот девушка рисует, а вот так же никто не знает, что у вас получается прям профессиональное образование. Это супер вообще, потому что вот мы когда репортаж сделали, выпустили, и я смотрю комментарии там, и еще просмотры, ну, много так просмотров. Сегодня же, ну, вы же знаете, эпоха ТикТока, Да. вот, и, ну, в основном все сидят ТикТок, Инстаграм, Мгм. и поэтому вот, ну, лично меня радует, что такие, ну, что искусство традиционное, оно Мгм. благодаря ТикТоку тоже может развиваться. А вы вот как считаете, как искусство художественное, оно как сейчас живет вот вообще в современном мире Мгм. вот этого информационного бума Инстаграма и ТикТока? Ну вот у меня часто, например, спрашивают, как вот себя продвигать, как что вы скажете там молодежи. Я говорю всегда развивать социальные сети, ТикТок, Инстаграм, может быть даже Фейсбук. Почему? Потому что без этого сейчас, мне кажется, никак. Только там можно себя проявить, показать, как-то показать свой характер, да, именно в искусстве. Вот. И я думаю, это какая-то вот неотъемлемая часть сейчас продвижения себя в искусстве, и вообще в любых, мне кажется, даже сферах. Мгм. А это, как вы думаете, помогает или, может быть, наоборот? Ну да, здесь есть и обратная сторона, потому что бывают, ну, становятся знаменитыми те люди, которых, ну, я не против, конечно, тех людей, которые без образования, там, ну, в чем душа лежит, естественно, они этим будут и заниматься. Но немного ревностно, потому что человек, который всю жизнь учился на это, всю Мгм. жизнь этим занимался, но при этом не может себя продвинуть в Инстаграме, как будто бы это несправедливо. И Мгм. поэтому с этой стороны я тоже, вот, темная сторона этого тоже есть, потому что, Да. можно сказать, знаменитыми становятся не только профессионалы. Вот. Да, это также еще, вот я замечу, что, например, есть же в Алматы шикарный музей имени Костеева, и там, ну, фантастические картины. Я там был несколько раз, каждый раз прихожу, удивляюсь. Там особенно меня впечатляет картина, вот, где запечатлен Олжас Сулейменов, когда Мгм. он читает вот это послание «Земля, поклонись человеку». И там такая она Мгм. большая, яркая. На самом деле люди сейчас смотрят в интернете, а в музей не ходят. И, например, вживую не так смотрят. Вот Да. поэтому мне кажется, что современное искусство все-таки чуть-чуть страдает. Но благодаря вам, получается, возвращаются люди. Да, я и в социальных сетях тоже говорю о том, что живую, конечно, картина совсем другие эмоции передает или можно вот воспринимать, ежели через камеру. Потому что не всегда цветокоррекция Мгм. какая-то, ну, может быть, другая, или какие-то мелочи может не заметить. Поэтому вживую это совсем другие ощущения, конечно. Мгм. А у вас сейчас где можно вот вживую посмотреть? Ну, нам повезло, мы сейчас сидим. Я уже второй раз вижу, потому что я был на выставке вашей, и вот сейчас тоже в очередной раз могу наблюдать. А вот людям, которые захотят прийти на Мгм. ваши картины посмотреть, им что делать? Ну, у меня есть мастерская, студия, где я вот пишу картины, и Мгм. я всегда за, чтобы ко мне приходили. В основном ко мне приходят, можно сказать, ну, пожилые Мгм. люди, женщины, там выше 60 лет, которые, когда хотят заказать картину, для них немного страшно через онлайн заказывать, ну, потому Мгм. что сейчас век технологий, в основном я даже своих заказчиков могу не видеть.
И они перед тем, как заказать, хотят меня увидеть, пообщаться. Я наливаю чай, мы с ними Мгм. болтаем, я потихоньку показываю по одной картине, А, рассказываю истории. И они вот воодушевленно уходят. Он говорит, спасибо, Казым, что вот так вот рассказала, потому что, говорит, на самом деле сейчас, говорит, страшно что-то вот куда-то переводить деньги, да. да. И поэтому я всегда за посетителей в моей мастерской. Приходите, будьте гостем. У вас по-казахски, да? Айтпақшы, сіз қазақша сөйлесіз ба? Я мен қазақша сөйлеймін негізі ауылда өскен қызбын, ата әжемнің қолында болғанмын. М. Сиыр сауып сүт ішкен қызбын, қазақтың қара домалақ қызымын. Баси. А ваши родители, они вообще тоже, наверное, художники или чем они занимаются? Нет, у меня родители учились вообще в техническое образование у них, инженер чего-то, чего-то. У меня даже родная сестренка химик, поэтому единственное, у меня мама немного связана с творчеством, она любит шить, вышивать какие-то, Мгм. вот, но такого образования, как художественное или связанное с искусством, у них нет. Мгм. Да, это, конечно, интересно, что у вас, может быть, у вас где-то раньше были деятели искусства, потому что я вот еще заметил, что у вас в творчестве есть казахские мотивы. Вот. Вот об этом можете тоже рассказать? Что вас вдохновляет? Потому что у вас и кони, орнаменты, узоры, вот и тоже такое все прям дух просыпается казахский. Даже во мне, хотя я не казах. Ну, на самом деле, можно сказать, первыми, кто вот во мне вот это вот воодушевил, это были сами заказчики, которые захотели, вот я хочу картину, чтобы он был, ну, я же с интерьером больше связана бывает, и они хотели картину с каким-то национальным узором или еще вот именно чтобы какой-то мотив был казахский, и вот этот вот дух, они во мне, как говорится, спрос, да, рождает предложение. И после этого я вот свои творческие работы тоже начала в этом стиле писать, и дальше больше именно уже лица, какие-то украшения, одежда, какой-то быт, это все уже так вот просыпалось, и я это изобразила в своих картинах. В общем, казахские тренды, они есть и в том числе и в изобразительном искусстве. Да, это, конечно, очень интересно. Кто вот из артистов, кого вот чаще всего слушаете? Ну, честно говоря, нет такого какого-то вот определенного, но мне нравится, например, Димаш. Я очень вдохновляюсь его историей, очень поражаюсь его воспитанием, как он относится к людям, ко всем, причем как-то ровно. То есть ни знаменитость, ни стаж, вот как-то он всех уважает. Меня это иногда вот я смотрю его там видео, нарезки, некоторые вот видео прям аж до слез бывает, что вот в душе просыпается какой-то, и хочется быть таким человеком простым, но при этом очень душевным, воспитанным. Вот в нем вот есть как раз-таки вот это казахское воспитание. Я тоже, кстати, большой поклонник творчества Димаша. Да, я с 17-го года слежу за ним, поэтому то, что вы говорите, очень правильно. Даже я знаю, что очень много художников, вот, то, что вы сказали про Димаша, это очень, верно подметили, очень много художников вдохновляются творчеством Димаша, и не только художников, и музыканты, и скульпторы есть, и один из художников, Нурлан Ахметов, он вообще боксер сам, но переехав в Турцию, в Аланию, начал заниматься искусством. И тоже он берет коралл из моря в Алании и на нем рисует чернилами. У него есть картины там вот тоже Димашем. И вот это же нужно каждый день находить вдохновение, находить мотивацию. Как вы вот с этим справляетесь? Ну, на самом деле, мне для мотивации многого не надо. Почему? Потому что я в один период решила, что
мне нужно рисовать вот в определенное время. И я вот с 9 до 6, как офисники, я прихожу на работу в 9 утра, начинаю работу, у меня обед, как А, положено, с часа до 2, и дальше я продолжаю работать. Потому что, ну, я так поняла, вот как я чувствую, для меня нужна дисциплина и систематика какая-то. Тогда у меня, я вижу результат в этом. Было время, когда я писала дома, а в декрете я вообще только ночью писала, мгм. потому что уложу ребенка Да. спать, и у меня начинается на кухне вот этот свет, пишу, пока поставлю там какой-то сериал на фоне, и вот иногда могла до 5 утра. То есть это все равно надо, ну, как бы профессионально подходить, как и к любому делу, чтобы был результат. А сын у вас, получается, тоже есть у него страсть к искусству, если он свою руку приложил к одной из работ. Он, знаете, он больше по скульптуре, наверное, он очень любит делать всякие фигурки Пластилина? из пластилина, да. У нас весь дом просто уже обставлен этими фигурками. Мы не знаем, куда же их ставить. Не дай бог, ты там наступишь или выкинешь, он сразу это поймет, увидит, и там же скандал. Иногда люди забывают про свою мечту, что они мечтали, например, стать художником или мечтали, например, писать музыку. Какой совет, какую мотивацию можете дать вот людям, в которых есть вот этот огонек творчества? Ну, я вообще считаю, что творчество может не мешать вашей работе, можно заниматься им параллельно. И вот, например, я люблю петь. Я обязательно, ну, иногда бывает, прихожу домой, включаю караоке, люблю попеть. Я не скажу, что я красиво пою, но мне вот нравится, потому что это как развивает другое твое полушарие, с другой стороны ты открываешься, и к своей работе ты потом уже относишься более нормально, да, можно сказать, потому что твоя работа, вот какая-нибудь офисная, да, грубо говоря, постоянно, когда ты одним и тем же занимаешься, а у тебя душа другое требует, она становится для тебя тягостью. А если ты проявляешься, ну, это вот мое сугубо личное мнение, ты проявляешься в других сферах, в которых вот душа тянет, ты уже к своей работе не так тягостно относишься, потому что твоя жизнь немножко разнообразна, ты развиваешься в разных сферах, проявляешься себя и вот вытаскиваешь все свои вот внутренние потребности. И тогда и твоя работа станет и в радости, и твоя душа, мне кажется, тоже успокоится. Вот у меня есть тоже люди, которые ко мне приходят и в 40, и в 50, и в 15 лет на мастер-классы. Я веду иногда мастер-классы индивидуальные. У меня нет вот зала, где вот 1000 людей, десятки там. 1-2 я беру, потому что я хочу, чтобы каждому я могла какое-то время уделить и объяснить. И самой, чтобы мне не было вот тяжело с несколькими людьми, я сажаю, мы с ними общаемся, я показываю как, и людям становится намного легче. И они говорят спасибо, все, и они дальше уже могут у себя дома это все делать. Я все им рассказываю, как, в какое время. Поэтому какое-то ограничение в возрасте, мне кажется, нет. Но вот спрашивают про детей, вот я вижу, что мой вот там ребенок хорошо рисует, как мне вот сделать. Я считаю, что если вы хотите, чтобы он профессионально стал развиваться, отдать его в лет 12, в 13. Потому что сама, когда я училась в художественной школе, мне было 12-13 вот примерно лет, и со мной на первом курсе художественной школы была девочка там 7-8 лет. И вот сравните разницу в 7 лет, как она будет информацию от преподавателя получать, и в 12 лет. Естественно, у нас были разные уровни. Она там закончила, например, художественную школу в лет там 13, а я в 16. И у нас были разные уровни. Естественно, я пошла по этому пути. А для нее это был просто художка. Она перегорела этим. Даже если у нее был какой-то, например, дар, она так и останется там в школе. И когда она вырастет, она будет говорить: а я когда-то в художку ходил, я тоже художник. Понимаете? И вот разница в этом, как воспринимается информация в каком возрасте. Поэтому развивать просто как для кружков можно, мне кажется, но сильно не требовать в 6-7 лет каких-то результатов. Мне кажется, если хотите профессионально, чтобы ребенка вот 12-13 лет начинать.
И нет такого, да, что легкий путь. Одну картину нарисовал, на конкурс отправил, выиграл, да? Все Ну, равно надо это пробовать. все, мне кажется, очень редко бывает такое, что вот простреливается не без какого-то опыта. Да, бывает, это современный мир, это век технологий, соцсетей. Есть такие, мне кажется, люди, которые вот прострельнули. Но в основном за ну, такими успехами стоит огромный опыт, это огромная лестница, по которой карабкались, карабкались, карабкались. Да. Поэтому, когда я ну, вот взяла это первое место, я несколько дней была в таком немножко непонятном состоянии, как будто бы просто вот с неба свалилась. А потом я себя успокаивала: Асем, ты столько работала, ты там и в художественной школе карабкалась, и там, и тут, и везде. Ты все время работаешь, ты достойна. Это во мне вот два вот этих личности боролись, которые говорил, ты достойна, а вторая, которая просто с неба как будто упала. Вот. Я себя успокоила, я потом приняла это, и на самом деле вот таких много. Так же, как Имамбек, который Грэмми получил. Не сказать, что он одну музыку сделал. Он же до этого тоже много Он чего пахал сделал. как Он следует, пахал. да. Он, может быть, тоже не ожидал этого, но он каждый день делал свое Да, любимое да. дело, и оно вознаградилось. Да. Как еще можно, еще один пример, квадрат Малевича. Это же не Да, просто квадрат. конечно. Я его видел, но я был маленький еще тогда. Я его видел и подумал, что квадрат, что это? А на самом деле это За ним стоит да, огромный огромный тоже. труд. Нам даже в универе преподаватели говорили, если вы хотите писать абстракции, вы должны полностью изучить академическую часть. То есть вы должны и портреты, и натюрморты, все изучить, а потом уже переходить к абстракции. Только потом вы будете понимать, какую абстракцию вам нужно писать. Потому что без академии абстракция — это будет просто каляка-маляка, грубо говоря. Каляка-маляка. Да. Вот это мой стиль. Ну, это тоже имеет место Да, быть. да. Да. Ну, супер. Ну, в общем, все равно, да, еңбек керек, Еңбек, сабыр еңбектен керек, керек. Мгм. да, и нужно попахать. Да, Рахмет, что пришли. Будем ждать от вас дальнейших успехов, дальнейших побед, достижений. Только вперед. Вот. Очень было интересно. И Спасибо. надеюсь, что в следующий раз мы с вами еще увидимся, когда еще одна из картин победит еще на каком-нибудь конкурсе. Спасибо большое. Я еще хотела сказать, что меня в этом году уже на выставку пригласили в Лондон с какой-нибудь одной картиной. Да, и эту картину я тоже к вам привезла. Называется «Кыз». Вот Да, девочка, да? Вот она с казахскими очки. Я вот в такой немножко стилистике решила повести эту картину. На самом деле я хотела Саукеле повести. Она немножко по размеру мне подходила. Хотела бы рассказать про нашу традиционную одежду, вот, про Саукеле, невесту. Вот. И вот пришлось Ну, выложить. это тоже хорошая картина, такой взгляд у нее. Да, это вот Чувствуется, что собирательный образ. батыр. Кстати, да, мен кіші жүз. Я кіші жүзбін. Мен өзім батыр қызбын. Все, түсіндім. Бірақ қызбын. Адай. Нет, у меня муж, кстати, Адай. А, Я Береш. И сын, получается, у меня Адай. все, понятно. Тогда что? Завершим, как всегда. Алға Казахстан. Алға Қазақстан.